Привет, любители, профессионалы, матерые начинающие, конкуренты и заказчики. Вот на цепь, которую мы будем сегодня расчленять для собственных нужд. И сразу скажу всем хейтерам, что ее легко заменить обыкновенными карабинами. И так как показывать сегодня буду я свой плагиат известных украинских качелей Paradis, то сразу скажу, что разрабатывались они для мелкосерийного производства. И основной уклон был сделан на простоту и скорость сборки. Соответственно, маленькие трудозатраты и, как следствие, низкую себестоимость, чтобы конкурировать на рынке. Поэтому никаких дорогих витиеватых кованых рисунков здесь не увидите, а порадуйтесь простотой и функциональностью конструкции. В общем, если вы являетесь потенциальным заказчиком или уже делаете подобные вещи, то легко можете посчитать себестоимость, она вас порадует. А также возьмете на вооружение некоторые мои наработки. Поэтому не будем тянуть кота за гениталии, погнали! Так, ребята, пока вы смотрите второй день моей работы, я вам коротенько, минут на 40, шутка, распишу все плюсы моей конструкции. Понятно, что вам уже захотелось перемотать этот ролик, но, пожалуйста, напрягитесь, послушайте, о чем я говорю, и обязательно подчеркните для себя что-то полезное. И первый плюс, о котором я хочу рассказать, потому что не видел ни у кого на ютубе что-то похожее, или об этом все молчат, это то, что все дуги для данного изделия согнуты одним радиусом. Это касается как боковин, так и подвесов для непосредственно скамейки. То есть вы берете, выставляете станок в один радиус и прогоняете сразу все заготовки. Если вы работаете с длинным 6-метровым материалом и вам позволяет помещение, то можете согнуть два круга из 6-метровой трубы и потом нарезать их на необходимые сектора. Это очень значительно повышает скорость подготовки. Единственная дуга, которая выбывает у нас из всего этого радиуса, это нижняя перемычка, соединяющая низ качелей. По идее, для еще большего удешевления и увеличения скорости ее вообще можно оставить прямой, так как ее длина равняется ровно половине 3-метровой заготовки. То же самое, естественно, можно было сделать и с подвесами для скамейки. Да, это дало бы нам прибавку скорости, но я заморочился и нисколько об этом не жалею. И использую дуги. Следующий плюс у нас это количество израсходного материала. В общем, все детали выкроены так, что у нас получается полностью безотходное производство. Даже если вы работаете с коротким 3-метровым материалом, то длина трубы 40 на 20, использованной на проекте, составляет 21 метр, что кратно 3. При таком раскладе у вас абсолютно не остается отходов, что очень радует. Что касается трубы 20 на 20, она также, длина ее кратно 3 и составляет ровно 15 метров. Применяемый материал здесь у нас толщиной 1,5 мм, этого вполне хватает с запасом, чтобы выдержать 300-килограммовую нагрузку на качели. Но если вы решили продать его людям, которые будут использовать эти качели для подвешивания тали, чтобы там достать двигатель от КамАЗа, то вам придется заменить материал на другой с толщиной стенки 2 мм, либо другого сечения, допустим 25 на 50. Единственное, после изготовления вот этого варианта у меня остался полуметровый остаток. Но делал я эти качели ровно 175 сантиметров высотой, чтобы они влазили в мой микроавтобус. Если вам этой высоты мало, либо вам, либо заказчику, то вы просто берете эти полметра и раскидываете их на нижнюю дугу. И после этого наши качели без изменения конструкции, без какого-либо удорожания становятся ровно 190 сантиметров. Я думаю, этого вполне достаточно. Так, теперь немного поговорим о поликарбонате. В этом проекте я использую 6 мм, хотя вполне можно опуститься и до 4, только хорошей плотности. Длина куска ровно 150 сантиметров, что является 4-й частью стандартного 6-метрового листа. Что еще хотелось сказать по каркасу, это то, что он универсален и наполнение никак не влияет на его жесткость. То есть вы легко можете заменить эти трубы какими-то коваными или псевдокованными заготовками, зашить остатками поликарбоната
это никак не будет влиять на жесткость конструкции всей. Соответственно, здесь можно играть стоимостью, себестоимостью, заполняя разными элементами или наоборот убирая их. То же самое касается и самой лавки. Вы легко можете варьировать и подбирать, и подгонять цену. Вот такой, ребята, вариант у меня получился после многих проб и ошибок. Естественно, мы все знаем пословицу про одну маленькую птичку, которая хвалит свое болото. И, наверное, если вы человек, который на «ты» с 3D моделированием, да, то подобрать все размеры и вывести все у вас бы составило там порядка 10 минут, но мне пришлось потратить большое количество времени, чтобы все так идеально подогнать. Поняли по моей перчатке, вчера у нас были покрасочные работы. Качели загрунтованы и прокрашены, кроме тех мест, куда будут привариваться вот эти поперечины. Кстати, дырки для поликарбоната сделаны заранее. Ну что, ребят, не прошло и полгода, а вернее 2 часа, и у нас все готово. Каркас сварен, подвесная система тоже, доски сохнут. Что, ребята, вот такая конструкция получилась у нас после окончательной сборки. Сегодня ее забирают. На эти деньги обязательно куплю себе новые перчатки. Подождите. Место для подвеса выглядит у нас вот так. Просто функционально, надежно. Хорошо себя зарекомендовала. Берите на вооружение. Это полосать 4х40. Если через 5 лет ежедневного использования вы все-таки сумеете ее протереть, то она вполне ремонтно пригодна. Всегда можно подварить и пользоваться дальше. Место примыкания поперечин у нас выглядит вот так. Никаких переходов, наплывов и разводов здесь нету. Никто даже не догадается, что мы красили их в 2 этапа. Все покрашено качественно, работают профессионалы. Что касается покраски, то к ней я отношусь очень щепетильно. Лучшая покраска — это грунт плюс краска. Хотя, что я вам рассказываю, вы давно это знаете. Поэтому все здесь загрунтовано, покрашено и запатинировано. Сейчас быстренько пробежимся по размерам. Скажу, что нижняя дуга у нас 2-метровая. Верхняя 2,20. Вот эти штуки по 1,50 м. И поперечины в количестве 4 штук ровно по 1,90 м. Длина самого сиденья у нас 168 сантиметров. Естественно, не дотянул я до шедевра, но есть хорошие новости. А именно, что роликов с таким названием стало на ютубе гораздо меньше. А это значит, что именитые ютуберы посмотрели мое видео и сделали выводы. Но, как известно, хорошие новости одни не приходят. Сломался у меня микроавтобус, под размеры которого я делал вот эту конструкцию. Но мир не без добрых людей. Заказчик вошел в положение и самостоятельно заберет эти качели. Почаще буду встречать таких идеальных заказчиков, потому что не каждый захочет ехать за 50 километров. Тем более, что, я так понимаю, потянет он их на прицепе. Поэтому пожелаю в жизни почаще встречать таких людей, самим стараться быть получше. На сегодня все. Всем удачи, здоровья, прорвемся. Что, ребят, на такой оптимистичной ноте можно было и закончить наш рассказ. Но спустя 2 недели качели все на том же месте. К сожалению, у заказчика тоже сломалась машина. Или совесть. В общем, он их не забирает. Обещал сегодня проплатить их. Скинул я ему номер своей кредитной карты. Но до сегодняшнего момента никаких зачислений нет. Но несмотря на это, мы все равно еще верим в Деда Мороза, а также в идеального заказчика. Возможно, он когда-то нам встретится. Будем ждать.